Что такое Гильдия 3 и есть ли смысл ее покупать в 2021 году? После довольно-таки успешной Гильдии 2, разработчики, правда уже другой студии, решили выпустить третью часть. Только до сих пор непонятно, есть ли смысл от этого продолжения и для кого она собственно развивается. Потому что если смотреть объективно, после второй части прошло уже 11 лет, и ничего революционного она с собой не принесла. Все та же Гильдия 2, только немножко подтянули текстуры и добавили несколько новых профессий. Кто-то скажет: хорошо, в принципе я с ними соглашусь. Для таких фанатов как я, вспомнить, зайти, всплакнуть и удалить. Потому что делать в этой игре нечего. Неважно, какую профессию вы выберете, действия из раза в раз повторяются. Где-то начало прям изи, допустим тот же Барбер, а где-то посложнее, разбойник и так далее. Гильдия 3 вышла в ранний доступ в 2017 году, и до сих пор она в нем находится. Разработчик Golem Labs и Purple Lamp. Благо, что издатель THQ Nordic поддерживает такие мелкие проекты. Обновления выходят довольно-таки часто, и русский язык, точнее текст, тоже подвезли. За это реально огромный респект. Где-то в стороне плачет третий лысый и психонавты вторые. Баги. Известная проблема всех игр в раннем доступе. За 10 часов их здесь я в принципе не обнаружил. Теперь по поводу геймплейной составляющей. Игра очень короткая, простая. По большей части таймкиллер. Сложность влияет только на начальный капитал. Это по крайней мере то, что я заметил. Редактор персонажей очень скудный. Пару лиц, пару причесок, и то даже цвет волос не меняется. После этого мы начинаем уже, так сказать, предпринимателем. У нас есть начальный баланс, и мы можем построить первый наш бизнес. Хотя в самом начале в трейлере показывают, как мы работаем на дядю, а после уже открываем свое дело. То есть начинаем мы в деревне, за городом. Очень много работаем для того, чтобы наши дети жили в городе. Наш основной персонаж умирает, и продолжаем геймплей за ребенка, только уже с более высоким чинов. Нет, это не сюжет третьей части. Это были мои первые мысли после просмотренного трейлера. По факту, спустя час реального времени ты можешь купить себе дом в самом городе. Очень быстро подняться по должностям, которые в основном тоже никак не влияют на геймплейную составляющую. Чисто открывает новые возможности для заработка. Допустим, рекламировать свой бизнес, забирать чужие здания. Но со временем, а это время очень быстро наступает, деньги перестают играть хоть какую-нибудь важную роль. Ты занимаешь новые должности не для того, чтобы быть каким-то крутым кентом на районе, а просто потому, что ты можешь. Династии, которые начинают вместе с тобой развиваться, к концу игры скорее всего сами себя уничтожат, а к ним на замену никто не придет. То есть новые династии не появляются. Локации. Их не так много, да и они не такие уж и большие. Но на первые 10-20 часов хватит с головой. Жаль, что здесь нельзя работать на других производствах в самом начале игры, потом по итогу втереться в династию и как-то их выпилить. Или возможно жениться на дочке главы династии и так далее. В общем, разветвлений очень много. В игру можно добавить столько крутых возможностей, но что имеем, то имеем. Просто, как я заметил по себе, да и по другим людям, что многим нравится начинать с нуля. Здесь же такой возможности по сути нет. Хотя с таким движком, я думаю, это сделать просто. Появился бы хотя бы интерес, да и сложность. Но игра очень простая. Покупаешь здание, нанимаешь работников, нажимаешь на вот эту кнопочку, и все торгуется автоматически. Работники сами делают то, что сейчас прибыльно на рынке. Перевозчики закупаются там, где дешевле. Я пытался настроить путь своего бизнеса вручную. Мы выращиваем ячмень, ее отправляем на мельницу, делаем ячменную муку, отправляем ее на хлебопечку, и там уже делаем хлеба, торты и так далее. Все звучит красиво, со смыслом, но перевозчики начинают тупить. Точнее, здесь нет такого режима, где я смогу каждый их шаг сделать вручную. Допустим, чтобы один перевозчик приехал, забрал ячмень, далее по дороге набрал воды, все это привез, поехал на рынок, закупился сахаром, снова все это собрал и привез на конечный маршрут. Возможно, я неправильно что-то объяснил, потому что слегка подзабыл, но я точно помню, что перевозчик очень ограниченный в своих возможностях. По поводу романов. Здесь очень просто ухаживать за барышней. Пару кликов, и вы уже в ЗАГСе. Еще пару кликов, и у вас уже есть ребенок.
Рекомендую заводить, я подчеркну, жену на раннем этапе игры, потому что это халявный работник на вашем предприятии. Пацаны, камон, думайте на будущее, как вы будете экономить. Для чего еще нужна собственно жена? А там еще можно замутить с любовницей, пока ваша жена пашет, и замолвить за себя словечко перед ее родственниками. Для того, чтобы у вас была хорошая репутация и за вас голосовали как за кандидата. Что-то не получается, ничего страшного. Подошли, подкупили высших чинов, и вы уже занимаете какую-нибудь хорошую вакансию. Далее настругали детей, с помощью кумовства их продвинули по карьерной лестнице, и все. Ваша династия держит весь город и сам рынок. Кстати, по поводу оптимизации. Действительно, в этом плане есть большие проблемы. FPS может проседать с 200 до 60 без проблем. Хотя смотришь на графон, на всю эту локацию, которая не очень большая, и удивляешься, почему так нахуй? Как-то так. Если подытожить, то это будет выглядеть следующим образом. Игра очень короткая. Кого она может заинтересовать, я не знаю. Лично мне было приятно провести время в гильдии 3. Эта игра примерно на 10-20 часов. Если больше, то тут уже честно нечего делать. Фанатам второй части я не могу на все 100% сказать покупай, потому что игра получилась очень неоднозначная. Как для ознакомления вы знаете, где можно скачать. Я же решил поддержать разработчика как фанат прошлой части. Типа красавцы, что в наше время THQ Nordic обращает внимание на такие мелкие проекты как The Guild Free. Если будет интересно посмотреть, послушать на другие мелкие проекты от издателя THQ Nordic, то вы знаете, что нужно сделать. Поставить лайкос и подписаться на канал. Потому что таких игр очень много. И среди них действительно есть просто прекрасные проекты, которыми я бы хотел поделиться с вами. До скорых встреч! Baby, let me down just like my drug. I can see it.